Всем привет! Вы на канале Верстак.л. Здесь мы строим багги, мы почти его уже построили. И сегодняшняя серия будет посвящена именно правильным опорам для автомобиля, ну и конкретно для этого багги. А поскольку строительство багги подходит к концу, то недалек тот момент, когда мы его будем полностью разбирать и готовить к покраске. И, соответственно, мне нужно будет на чем-то установить кузов, чтобы его покрасить и в дальнейшем собирать. Я уже замучился подкладывать разные там деревяшки, колеса, покрышки и решил раз и навсегда для себя сделать вот эти опоры. Правильные, нужные, клевые. Поэтому усаживайтесь поудобнее, посмотрите, как у меня это получится. В конце ролика расскажу, где можно их взять, чертежи, вернее, на эти опоры. И всем приятного просмотра.
блин, пацаны, но они просто получились офигенные. Вот этот цвет, вообще кайф. А теперь давайте разберемся, почему именно такая конструкция самая оптимальная для автомобиля. Здесь важно именно 3 опоры. Почему? Немножко подушню, вернемся в школьную геометрию. У нас именно 3 точки определяют плоскость. То есть через любые 3 точки в пространстве вы можете провести плоскость. Именно поэтому штативы для камеры, на которой она сейчас стоит, из 3 опор, шасси самолета, их чаще всего 3, стул на 3 ножках более устойчив, чем стул из 4, опоры на 3 опорах, тавтология. То есть опоры на 3 опорах, они самые устойчивые. А если у вас пол в гараже неровный, как, например, у меня, так я думаю, у многих, то это самый оптимальный вариант. Именно 3, а не 4. Для примера, вот штатив мой маленький, стоит, все с ним окей. Мы одну ножку делаем короче, и все равно он стоит. Поэтому вот такая конструкция на 3 опорах, как я считаю, для моего гаража точно самая оптимальная. Но на этом у меня все. Чертежи этих опор я выложу у себя в группу ВКонтакте, либо в Телеграме. Можете туда зайти, взять это бесплатно. Денег я никаких не беру. Если кто-то захочет сделать такие же, как их сделать, вы увидели на моем ролике. Возможно, у вас есть свои конструкции опор для автомобилей. Пожалуйста, поделитесь. Ну и увидимся в новых роликах. Пока.